Всем здорово. Недавно приобрел мойку Колнер 2,7 киловатта. Это самая мощная в линейке по мойкам высокого давления. Бренд уже, в принципе, достаточно известный. Многое выбирал, получается, из сравнения. Были разные варианты, были подороже, там за 30 тысяч рублей там, и выше. Изначально вообще думал брать Hyundai за 50 тысяч. Но потом понял, что туда люди тоже немного плюются, потому что по характеристикам, да, там надежность хорошая, но они плюс-минус одинаковые. Вот. Плюс я выбирал именно из того, что мне нужен был бесщеточный мотор. Вот. Она из-за этого весит почти 20 килограмм. Вот. Но так как у нее, в принципе, удобная ручка, колеса, она спокойно передвигается, ничего сложного нету. Вот. Из основных моментов, получается, здесь 200 бар давления. По факту в реальности пишут там где-то 140-150, но этого полностью хватает на мойку машины, там сбить грязь, по техничке что-то сделать. Вот куб чистили тоже этой мойкой, вообще отлично выбивает всю грязь. Вот, расход воды здесь 500 литров в час. Еще заявлено, что она может, получается, брать воду из емкости. Смотрел видео многих, она нормально высасывает. Я пробовал многое. Я и в бочку, получается, кидал, получается, синяя бочка есть. Бросал туда, не знаю, не хватало, получается. Она пыталась засосать, но ничего по итогу не выдала. Кидал, получается, напрямую в колодец с насосом, подключал через шланг. Довольно неплохо било, но так как насос мощный, ну и, видать, оно начало выбивать там с резьбы, сочилось, вот здесь сочилось, где коннектор. Вот, сейчас я по этим моментам тоже расскажу. Ну и, собственно, да, мне удалось помыть машину первый раз именно вот таким способом с колодца. Потому что если просто закидываешь в колодец этот шланг, то по факту ничего не берет. Вот, поэтому не знаю, что там заявлено. Возможно, это с ведра хорошо мыть. Вот, но я не хочу этим заниматься. Мне проще подключить. У меня вот есть арка, которая дома идет. Ну, это получается охлаждающая, потом на нее тоже сниму обзор. Вот, и я оттуда просто беру шланг, включаю у себя сбоку дома, там в доме насос включается и начинает туда подача воды идти. Вот, и все, оно хорошо наполняет, получается, сразу коннектор и подача есть. Вот, иногда там были моменты, что там вода где-то заедала, вот, но это проходит, там плюс-минус приравнится, она... как сказать, можно отключить, включить, и она начнет нормально работать. Вот. У кого-то там были какие-то затупы, тоже я читал по отзывам, но с большего, можно сказать, рейтинг у этой модели где-то 4,5 из 5, более чем реальных. Вот. Что еще из такого важного получается, что можно отметить? Это в этой мойке есть такой вот коннектор. Сюда отдельно, получается, нужно докупить всем обязательно фильтр грубой очистки. Сейчас покажу, как он выглядит. Я его вот сюда поставил. Вот он у меня вот здесь лежит, чтобы не потеряться. Ну, чтобы он не мешал даже. Вот так вот он стоит. Вот так он выглядит. В принципе, простая вещь абсолютно. Я думаю, можно универсально найти, не обязательно колнерскую. Вот. Ну, цена была дешевая. Где-то рублей там 350 он стоил. В принципе, из основного, что точно нужно сделать вначале, это фумлентой обмотать сразу коннектор, вот, и потом уже, получается, закручиваем плотно сюда, потому что если вы этого не сделаете, у вас будет сочиться вода, ну, по чуть-чуть будет капать, но от этого же как бы давление немножко страдает, поэтому закручиваем максимально, ну, тоже в пределах разумного, где-то вот примерно вот так, все, дальше он идет, уже дальше здесь, и обязательно, не буду показывать, снимать. То же самое здесь на коннекторе. Там тоже обматываете фум-лентой на металлический этот коннектор. Дальше эту пластмассовую голову накручиваете первый, а потом снимаете только отсюда, откручиваете, чтобы не мешало. Потому что если вы будете постоянно снимать там и там, у вас будет откручиваться и здесь, и там, что уже как бы лишний геморрой создает. Дальше получается. В принципе, здесь все очень удобно. Есть вот такая ручка. Открывается. Вот так вот она открывается. Разматываете шланг. Тоже покажу. Шланг 12 метров. Шланга хватает с головой. Брал модель, кстати, эту из-за того, что удобно. Ну, не надо с этой мойкой бегать, вокруг машины плясать. А сразу сколько надо отмотали и пользуйтесь.
Конструкция вообще, в принципе, сборка очень качественная, можно сказать, не хуже Керхера. Ну, я в жизни видел Керхер, получается, и К3, и К5 тоже видел. Вот, как я, не знаю, говорил, нет, по мощности они... К3 он точно обгоняет, а К5 сопоставим именно с этим. Поэтому, ну, люди довольны, кто там писал, вообще все здорово. Ну, я думаю, видно, да, как бы, в принципе, никаких зазоров как таковых тут ничего такого нету. Вот, дальше, получается, у него идет вот такая ручка, она выдвижная. Я ее не складываю, здесь есть такая кнопка на корпусе. Вот здесь, я думаю, видно. Нажимаете, ручка опускается вниз, ну и все, как бы она становится еще компактнее. Вот. Также сюда вот есть такая вот посадка под шланг. Как бы, ну, мне она вообще не нравится, я потом, наверное, доработаю, потому что пока везешь, где-то, не дай бог, вперед обклониться, и все, вылетает этот пистолет полностью с этой мойки. Вот. На хранение это никак не влияет, не мешает, но так она, конечно, немножко геморройна. Вот. Колеса у нее, в принципе, обычные, ничего здесь такого нету. По шуму написано 93 децибела. Она вообще, кстати, не шумная, очень даже нормальная. Вот, не знаю, может, кому важно тут характеристики, там что увидеть. Вот. Также сюда, получается, одеваются удобно насадки. Какие-то из них. Это не все, что шли. Получается, у нее есть грязевая, там, как это называется, фрезерная, как это насадка. В общем, грязь хорошо сбивает. Она где-то здесь есть, и потом я посмотрю. Вот. Либо посмотрю ее в этом. Возможно, она вообще вот это стоит. Вот. Сбивает она очень хорошо, потому что кубы мы чистили знатно. Вот. Дальше получается, что есть, кстати, на пистолете написано, может, кому тоже интересно. Вот. Характеристики. Не факт, что тут прям заявленные совпадают на 100%, но в целом, как бы, мойка очень добротная. Сейчас я покажу, как она работает. Подключим шланг. Она тут включается, ну и все. Дальше покажу, как она уже в действии. Вот. Пистолет, кстати, очень тоже неплохой. Не знаю, кому важно. Вот. С ним проблем никакой нет. Течки здесь нету, но видел по отзывам, у кого-то есть брак. Вот здесь, получается, сочится вода. Так что имейте в виду. Вот здесь, в принципе, все норм. Все удобно, качественно. Латунь получается на этом, на выходе. Поэтому нормально. Будем мыть машину ради теста. Попробуем. Небольшой оффроуд недавно был. В общем, примерно, ну, не знаю, по грязи. Так, средненько. Думаю, с большего понятно. Где-то 2-3 дня это грязь. Плюс еще машина давно не мылась. Вот, помоем машину. Покажу заодно, как отмывается. Взял тоже для нее на тест разные шампуни. Это жесткая химия для фуры, короче. Ну, в общем, тут реально она убивает грязь. Плюс, сразу скажу на будущее, по отзывам читал, у кого свежепокрашенные какие-то там детали в машине, слезает, получается, краска. Так что аккуратно, долго держать нельзя это. Вот. Вот это мыл, получается, уже до этого. Классная очень пена, она дешевая. Ну, сколько стоит? Рублей, наверное, 300, получается, России. Сейчас она подорожала, ну, в общем, советую купить. Вот так она выглядит. Заливаем немного ее, получается, где-то вот столько, наверное, заливал в пеногенератор. Да, в комплекте еще пеногенератор к нему, поэтому покажу тоже его. Вот. Этой пенкой вообще отлично отмылась машина. Плюс у меня еще есть от Грасса еще одна банка, тоже более такая, называется Баланс. Пена тоже хорошая. Вот. Ну, в общем, попробуем сегодня злую пену. Надо грязь отмыть. Плюс тут коврики. Думаю, тоже видно, все грязные. Тоже посмотрим, как с ними будет что. Ну и вот есть пеногенератор. Кстати, из основных нюансов пенник ерунда. Вот. Вроде как бы он выглядит неплохо, вроде и в принципе должно его хватать. Но он так себе, честно сказать. Не очень хороший. Да, регулировка есть, как бы вроде бы неплохо, но такое себе. Да и везде, как бы все, кто покупали, сразу же пишут, что новый пенник нужно искать. Вот. Но я в этом сезоне уже не буду его покупать. В следующем я его все-таки куплю, потом заодно, может быть, добавлю, подсниму по пеннику отдельно. Вот, думаю, по этим вещам все. Сейчас я, получается, буду раскручивать, подсниму немного этот момент. Вот, и покажу уже, как работает по давлению, в принципе. Плюс мы сегодня еще будем мыть
Будем мыть косилку, которая не мылась ни разу, вообще ни разу. Вот, ну, по крайней мере, внешняя сторона. Там я немного изнутри мыл слабым мойщиком, не этим. Вот, чтобы уже ее на зиму, получается, закинуть. В общем, тоже она вся грязь у нее уже не снимается никак. Вот так подсниму, чисто, чтобы видеть, мало ли забуду. Вот, ну, в общем, помоем сначала машину, потом помоем газонокосилку, заодно покажу, как она сбивает, потому что много засохшей грязи под низом. Вот, также допы помыть, ну, там, в принципе, ерунда, пластик. Вот, так что продолжим уже в моменте. Так, ну что, размотаем тогда катушку. В принципе, ничего тут сложного нет. Иногда вот такие бывают затупы, что, в принципе, нормально. Сначала снимем провод. Провод, кстати, тоже очень нормально длинный. Ну, не маленький, может, метров тоже 12. Вот, сейчас размотаем. Вот она уже первыми затупами начинает разматываться. Ну вот, в принципе, можно размотать сразу все. Здесь еще есть фиксаторы на корпусе, получается, которые фиксируют провод. Ну, думаю, понятно, что не идеально. Но с большего, сколько надо, размотаете, потом замотаете и все. Вот, кстати, провод очень крепкий, хороший. Ну, как и на мойках высокого давления, наверное, он везде используется такой. Все, сейчас подключим, получается, удлинитель. Ну и, собственно, покажу уже... сейчас сразу подключение покажу. Вот такое выглядит подключение. Я не знаю, сколько это коннектор получается. 1,2 точно. Что и как, я не подскажу, потому что не сильно в этом как бы до конца шарю еще. В общем, подключение простое. Ну, как бы для этого и сделано. Просто раз, и все. Сейчас подключим воду. Включим, запустим в доме, и пойдет. Так, ну что, включаем. Вот сейчас он качает шланг. Дальше она должна остановиться. Если долго не останавливается, то пробуем, нажимаем. Нажали. Все, она накачала. Когда она уже не работает, все, тут получается давление. Все хорошо, ничего не капает. Покажи, что не капает. Все как бы фумка держит. Все отлично. Дальше, получается, сейчас обольем машину. Первоначально. Ну вот, первый косяк с размоткой. Получилось так, что кольцо снялось, это все, да, что размотали, а провод сейчас заново нужно будет тянуть с этой катушки. Поэтому имейте в виду, здесь геморрой есть. Даже по отзывам часто об этом тоже упоминают. Ну вот, чтобы вы понимали, весь маразм этой конструкции. Пришлось раскручивать шланг, потому что у нас здесь тупо как-то это все замоталось после последнего раза. И надо его протягивать через вот это. Тоже не хотелось бы резьбу срывать. Ну все, в принципе. Что, пробуем. Сейчас воду включим. Ну что, включаем. Все, вот так должно быть с первого раза. Значит, давление в системе уже есть. Проверяем. Делаем сейчас, получается, перед началом, перед шампунью просто обдадим в коврике. Это, получается, грязевая фреза стоит. Я думаю, слышно, надеюсь, что слышно. Мойка не шумная. Сейчас просто обдадим. Верхний слой чисто убрать. Ну и машину тоже подсними. Пойдем. Так, надеюсь, не упадет. Так, пока всю грязь не смыл, сейчас покажу, как насадки работают, плюс-минус. Тут как раз самая грязная часть. В общем, начнем с нулевого. Они у меня разные, потому что это с двух моек. Вот, получается нулевка.
вот это, наверное, была вместе с ним. Я вот не помню, какие именно. А может быть наоборот. Вот это была, вот это. Короче, пару насадочек было с ним. И грязевая фреза, все. Все остальные уже надо докупать. Но я поставил уже от других сюда. Вот так вот меняется. Щелкивается. Ставим сюда насадочку и оп, все. Дальше получается эту мы ставим сюда и пробуем нулевкой. Сними на колесо. Довольно мощная струя, прям выбивает всю грязь. Подкрылков, я думаю, видно. Даже по глазам лупит, поэтому аккуратно надо в этом плане. Ну вот, в принципе, по нулевке, я думаю, понятно. Принцип понятен. Сразу не выключаю. Показываю другую голову. Покажу сейчас, как работает вот это. Это у нас 40 получается. Вот 40-я, смотрим. Вот этой хорошо очень смывать пену. Большую площадь берет, плавно достаточно. Хватает напора, всего хватает. Думаю, понятно. Вот, смывает довольно-таки неплохо. Пробуем другую. Эту ставим. Она достаточно плотно вставляется. Это у нас что? 25-ка. Ну, вот также 25-ку устанавливаем, смотрим. Вот, тут он почему-то залипает. Не могу даже понять, почему. Возможно, это не от него насадка. Поэтому без понятия. В общем, показываю грязевую фрезу. Еще раз покажу, как она работает. Вот так она выглядит. Это считается как бы самая мощная. Хотя мне кажется, нулевка была самая мощная. Она убивает все. Идем сюда, на самый грязный участок. Вот. Грязевая достаточно хорошо сбивает. Думаю, видно. А вот на зеркало покажи. Зеркало видно? Вот смотри. Ну, все сбивает на самом деле. Вот. Засохшая грязь, которая была, думаю, видно. Вот. В общем, хорошо она чистит. Достаточно мощная. Хватает ее с головой. Ну, вот. Сейчас нанесем пену. Покажу, как это заливается. И в принципе работает. Ну, думаю, пенник понятно, как откручивается. Тут ничего сложного нету. Вот так он ставится и так он откручивается. Берем, получается, шампунь. Вообще, по-хорошему, иметь сюда воронку какую-то минимальную. Надо сболтать сначала, да. Сейчас сболтаем. На всякий случай. Все-таки это двухкомпонентная шампунь. Поэтому все. Тут все готово. Берем. Небольшая дырка. И заливаем. Заливаем сюда. Там еще старый даже немножко осталось. Ну, где-то, я думаю, хватит 100 миллилитров. Примерно вот столько можно пока что попробовать ради теста, посмотреть, как она будет пениться. Так, все, закрываем. Одеваем пенник. Все, и сейчас покажу, как пенник одевается на сам пистолет. В общем, как снимается и ставится пенник. До этого тоже разбирались, не могли понять, в общем, как этот процесс происходит. В принципе, все просто. Вот так вот нажимаете, вот так она выходит, и меняете, ставите сюда пенник. И также, получается, вам надо нажать, провернуть, и все. У вас фиксируется. Ну и, собственно, он начинает работать. Единственное, его нужно поставить, чтобы он был прямо.
Вот все. То есть он будет работать. Показываем. Сейчас как будем наносить. Сейчас она пойдет пена. Все. О, ну пена густая достаточно у этого. Ну и сами видите, что пенник ни о чем. Очень странно он работает. В общем, наносим пену. Самый еще минус, что он разбрызгивает по нам, как бы. Так. Раскидываем везде. В машину. Зад. Еле-еле, он как-то вот пенник абсолютно неадекватный. Так, сразу коврики покажем. Ну, на ковриках, да, быстрее. Процесс как бы тут немного получше. Ну, тоже так себе. Обратно. Сюда. Все, и дальше машину добиваем. Обратно. Так, химия тут брызгает во все стороны, поэтому тоже аккуратно с этой химией. Она очень вредная. Так, сейчас подвинем. Вот, здесь она, получается, сейчас стоит в самом максимуме. Вот, можно видеть. Вот, мы ее крутим, меняет направление. Есть такой вариант. Но говорю, как ни крути, она все равно не очень. Поэтому моем пока как можем. Дальше уже покажем. Ну и базово, конечно же, пока через 2 минуты, как мы нанесли, нам надо пройти машину. Лучше всего рукавицей полностью. Ну вот, думаю, видно грязи, сколько от них выходит. Вот. Достаточно хорошо очищает. Коврики все взлететь могут. Собьем. Вот этот будет погрязнее. Вон вся черная это. Так, глаза аккуратно. Ну, здесь я еще повторно пройду потом. Потому что вот старая есть грязь, которую надо нулевкой пройти. Это мы собьем. Так, глаза убери. Ну вот, хорошо очень отмыло, прям около идеального. Все, а теперь начинаем мыть, уже смывать машину. Начнем с этого места. Сейчас будет литься пена отовсюду. Все летит сюда. По открылке все вымываем полностью. Все летит сюда. Кстати, давление достаточно сильное, не надо держать шланг 2 руками, потому что тяжело. Он пытается выбиться, ну как и везде на мойке. Вы не можете просто взять и одной рукой расслабленно помыть. Везде нужны усилия. Ну, думаю, первоначально уже видно, машина уже начинает лететь. Результат покажу уже после. Сейчас отмоем.
Становимся так, чтобы ветром нам не закидывало. Ну и в принципе все. Конечный результат. Где-то немножко пены осталось. Ну, я думаю, видно. Она вся блестит. Как в принципе и должно быть. Вот. Что-то еще, да, вот в таких местах пена всегда остается, независимо, чем мы ее моем. Вот. Ну, думаю, да, было до-после. Плюс-минус. Было понятно, сколько грязи ушло. Эта пена еще там уходит в зеркало частично. В общем, вот так. Как итог, получается, мойка сейчас стоит на данный момент по текущему курсу 11 700. Плюс как раз таки фильтр. Суммарно она уже будет стоить 12. Вот. Итого мы получаем за 12 тысяч очень крутую мойку. Ну, реально хорошее давление и все остальное. У нас они стоят от 20,5. Это первая цена в Беларуси. Продавцов там больше 20. Вот. И так в среднем там в районе 1000 могут стоить. Да, в принципе, и на Валберисе, получается, она стоила так же. Вот. Потом ценники начали падать. Она куплена тоже на Валберисе. И там был момент, когда ценники хорошо порезались у товаров. В общем, я ее заказал. Вот, потому что не было смысла ждать. Да и в принципе сейчас их вообще в наличии нет. Ни у того продавца, ни у других. Вот, там ценники неадекватные сейчас тоже в районе там сколько? В районе 20-ки, короче. Вот. Поэтому рекомендую. Хорошая мойка, как для домашнего использования, так и для в целом. Я не знаю, может быть, под коммерцию пошла бы, но, наверное, неудобная она под коммерцию. Вот. Моет хорошо, как в принципе по результату понятно. Сейчас мы еще помоем газонокосилку. Тоже покажу, как ее отмоют. Вот. И уже, в принципе, для себя каждый примет решение, нужна ли вам такая мойка или не нужна. Но говорю, потому что я сравнивал с хуторами, там, со всякими другими брендами. Из-за того, что здесь бесщеточный движок, за эти деньги, ну, просто ничего не найдете. Потому что в этом бюджете бесщеточного ничего не было. Бесщеточные начинаются от 20-ки и выше. Даже у того же хутора за 20-ку у него нету бесщеточного, получается, движка. Вот. А чем он удобен, что он хорошо нагрузки держит. Да, он тяжелее, неприятно в этом плане. Но вы можете дольше ее использовать, и по сроку службы она будет гораздо больше. Ну, если вы, конечно, не угробите мотор на сухую, там, если не будете жать эту ручку, тогда да, как бы тут уже никто не застрахован. Поэтому, ну, дурака убьет все. Вот. Если с умом пользоваться, думаю, долго хватит. Никаких проблем здесь нет. Вот. Думаю, обзор был полезный, потому что я искал много чего в Ютубе, ничего такого не было, скажем, из таких брендов, да, вот тот же Колнер есть, там маленькая версия, и не очень себе как бы было показано. Но, думаю, здесь все, что мог, показал, чисто со стороны. Что, приступим? В общем, в таком у нас состоянии. Здесь вон куски земли. В принципе, классика. Она в свое время очень много отработала в сезоне. Хоть я один раз уже днище мыл, но не этим уже керхером, другим. Поехали. Сейчас попробуем поставить нулевую. Ставим нулевую, защелкиваем. Ну, сейчас струя будет вообще лютая. Все летит полностью руками. Я думаю, видно прекрасно. Все отлетает.
Так, ну что, покажу, как нулевка отбивается грязь колес. Думаю, кто смотрел, тюнинг колеса. Сейчас узнаем. Сразу все отлетает. Ну, в принципе, и понятно. Все полностью смывает легко. Ручку. Даже наклейку вон можно легко отыграть. Все, наклейки уже нет. Ну, это понятно, мы сейчас почистим. Здесь, здесь. Все прекрасно смывает. Также с этой стороны. Покажи. Вот сюда встань. Вот грязь, получается, внутри это сейчас объем. Но это для нее вообще легко. Но надо аккуратно быть, потому что наклейки сдирает только так. Ну, в принципе, я думаю, видно. Все очень хорошо убивает. Она уже вся чистая. Сейчас еще днище помою и покажу уже по итогу, как она выглядит. Ну тут километров 150-200. Главное, что оно не выскочило. Сейчас заведется, думаю, даже без стартера. Меняем на 40-й, чтобы поверху просто помыть. И это тоже. Сейчас мы... Ну, я думаю, отлично видно, в принципе. Главное, чтобы она завелась после этого. Но это уже будет как раз в следующий раз узнаем, когда будем снимать про нее обзор. Так что, если было полезно, ставьте лайк.